Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон Муравьев, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас очень необычный обзор. Я не знаю, можно ли это назвать автодомом или нет, но в принципе, если где-то ты можешь переночевать, наверное, там отчасти может быть твой дом. Вообще понятие дома, оно растяжимое и у каждого свое. Сегодня у нас такой внедорожный экспедиционный автомобиль на шасси «Газель Соболь». Вы часто пишете в комментариях, что можно же сделать самостоятельно что-то, можно сделать на шасси каких-то российских автомобилей, и будет проще, будет дешевле. Ну вот поэтому сегодня мы смотрим какой-то такой вариант. Мы уже делали обзор на УАЗ-буханку, причем в Дюссельдорфе, в Германии. Вы можете найти этот обзор на нашем канале. И вот сегодня смотрим Соболь. Да, автодомом полноценно назвать я это не могу. Это такой именно экспедиционный внедорожный автомобиль. То есть у нас здесь полный привод, высокий клиренс, лебедка. Ну, сейчас по порядку разберемся. И какие-то моменты все-таки есть для того, чтобы в нем можно было жить, остаться ночевать. То есть у вас есть выбор ехать на каком-то внедорожнике, там, джипе, что-то такое, УАЗике, и ночевать в палатке, грубо говоря. Или вот люди сделали такой вариант, когда можно спать внутри. Какого-то особо подробного обзора внутреннего жилого пространства не будет, потому что как такового жилого пространства здесь не очень много. В принципе, все, что вы сейчас видите, это все, что плюс-минус есть. Здесь есть достаточно удобные кожаные кресла. Их здесь раз, два, соответственно, 3 пассажирских места. Передо мной еще 2 и 2 еще в кабине. Кресла действительно удобные, кожзам, наверное, легко моется, но что самое главное в жилом пространстве, это, естественно, столик, который вы видите, и это трансформация кресел в спальное место, в такое спальное пространство. Когда сиденье находится в таком положении, по сути, какого-то багажного пространства у нас как такового, я бы сказал, что нет. То есть, если я сейчас закрою эту дверь, я даже здесь особо не помещаюсь. В режиме спального места выглядит это примерно вот таким образом. То есть выглядит, наверное, не сильно ровно на первый взгляд, но когда я сюда ложусь, особого дискомфорта не испытываю. Явно это маленько будет комфортнее, а может даже не маленько, чем спать на коврике в палатке. Но тут уже зависит, что вы любите. Когда мы опускаем таким образом кресло и сдвигаем вперед, у нас появляется дополнительное, так сказать, багажное место вот здесь вот под сиденьями. Ну и, конечно, мы можем обеспечить место в багажнике вот таким образом. Когда мы сдвигаем сиденье вперед, как в режиме спальни, поднимаем спинки, у нас здесь образуется достаточно много места. Но тогда сидеть здесь уже не представляется возможным. Это все может стать единым местом для хранения, и пассажирских мест будет 2. Но есть и компромиссное решение. Сиденье можно сдвинуть в среднее положение. Если у нас не едет здесь 5 человек, а, допустим, 2-3, то тогда коленки не будут встречаться, и у нас будет достаточно места и в багажнике, и, в принципе, могут ехать пассажиры здесь. То есть основное преимущество этих кресел в том, что мы можем двигать их и фиксировать, так сказать, в любом положении. Еще из признаков чего-то такого бытового комфорта для жизни у нас здесь есть телевизор откидной с потолка, и также у нас здесь есть кондиционер. Вот эти вот воздуходувы, это не основной кондиционер, который у нас есть, который вот этот мотора под капотом. Есть дополнительный кондиционер, установленный на крыше. Соответственно, если вы здесь ночуете и, допустим, жарко, кондиционер обеспечит вам комфорт. На водительском месте мы видим в целом стандартные все кнопочки, ручечки, которые мы увидим в любом Соболе, которые вы, наверное, могли видеть, если садились хоть раз в жизни в Соболь. Что здесь есть из приятных моментов, из таких технических? Ну, во-первых, у нас стеклоподъемники электрические.
что далеко не всегда встретится в Соболе. У нас здесь полный привод, что тоже встречается не всегда, и есть здесь раздатка, блокировка, все, что вообще необходимо для того, чтобы ездить по бездорожью. Ну и, конечно же, высокий клиренс и внедорожная резина. Конечно, есть здесь кондиционер для самой кабины, установлена рация. Соответственно, в дороге, если вы застрянете в грязи, вы сможете связаться с дальнобойщиками, и, возможно, они вас даже вытащат. Подставка под телефон установлена обыкновенная на липучке. И, собственно говоря, ГЛОНАСС. Вот. Глобально здесь все, но есть вот еще такой ряд кнопочек. Здесь мы включаем, отключаем освещение в жилом, так сказать, в основном пассажирском пространстве. И здесь у нас есть подогрев и дверь в жилое пространство. Она электрическая. Нажимаем на вот эту кнопку, и дверь у нас открывается и закрывается. В принципе, приятный момент такого комфорта. Ну и, конечно, у нас здесь пневмоподвеска, и прямо вот здесь под рулем у нас есть пульт, включая который мы можем регулировать высоту подвески. Снаружи. В целом это плюс-минус стандартный Соболь, но есть какие-то нюансы, дополнения, улучшения относительно какой-то вот версии, которую мы получаем с завода. Мы видим вот этот кенгурятник, металлический бампер, защита поддона картера и установлена 5,5 тонн лебедка. Мощность 5,5 тонн. Также дополнительные габаритные огни, свет установлен еще на крыше, и на крыше у нас есть багажник. Также там у нас антенна от рации, которую мы видели внутри. В принципе, спереди это все. Есть еще шноркель, который выведен вверх, как это делается у нас всегда на каких-то внедорожных машинах. Сзади у нас на дополнительной калитке установлено запасное колесо. Фиксируется вот таким образом. А на левой двери у нас лесенка, по которой мы можем подняться, собственно говоря, на багажник на крыше. И здесь же у нас установлен кондиционер. И, конечно, самое главное, у нас есть камера заднего вида и фаркоп. Пожалуй, отметить еще могу два момента. Американский двигатель Cummins турбодизель и отопитель Planar. Дизельная печка, воздушное отопление. То есть у нас есть кондиционер на крыше, который летом нам обеспечивает прохладу и комфортное существование в жилом пространстве. А зимой или в холод у нас есть дополнительная печка, которая работает без заведенного двигателя. На мой взгляд, это именно идеальная машина, которая может подойти, если вы хотите купить что-то недорогое, иметь возможность переночевать в машине, иметь какой-то бытовой комфорт, но при этом ваши основные увлечения – это полазить по какой-то беспролазной грязи, поехать на рыбалку, на охоту, вот какой-то такой экспедиционный туризм. Касательно комфорта, да, он здесь есть минимальный внутри. Часто люди, которые путешествуют с палатками или на таких там джипах, машинах каких-то, не автодомах, душ ставится рядом, и в данном случае тоже можно сделать такую палатку, вообще с открытыми сзади дверями. Ставится палатка, из нее делается переносной какой-то душ. Кухня тоже, там используются газовые баллончики в таких туристических плитках, но при этом у вас есть место для сна без комаров, без какой-то лишней жары, даже с кондиционером. Вот какие-то такие у меня выводы. Остальные ваши мнения мы всегда рады в комментариях, готовы обсудить и ответить на какие-то интересующие вопросы. Машина 2021 года куплена у официального дилера «Газель», и внесены вот какие-то такие туристические в нее доработки. Это канал «Яхты на колесах». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Меня зовут Антон. До новых встреч!